Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня буду впервые делать мотоцикл и, конечно же, диораму с ним. Мотоцикл в очень крупном масштабе, и вместе с ним была вот такая фигура. С нее и начну сборку. Все части тела состоят из двух половинок, соединяю и склеиваю их. Руки к туловищу, а туловище к ногам. И на этом, в общем-то, все. Вся сборка завершена. Модель, кстати, довольно раритетная. Приступаю к сборке мотоцикла. Здесь тоже все довольно просто, но непонятно, как это собрать, чтобы было удобно красить, поэтому для начала я отделил абсолютно все детали от литников. Стало немного понятнее, собираю двигатель и устанавливаю его в раму. Рама состоит тоже из двух половинок, соединяю ее и склеиваю. Зажимаю прищепками, чтобы эти две половинки правильно между собой состыковались. И после склеивания обрабатываю шов. Уже что-то получается. Дальше собираю мелкие детали, грипсы на руль, подножки под ноги и на раму приклеиваю все детали, которые должны быть красного цвета. Надеваю все на шпажки, чтобы было удобнее красить, а точнее грунтовать. Это первый этап. Грунтую из баллона грунтом светло-серого цвета. Это специальная мелкодисперсная грунтовка, поэтому ей покрываю даже основную часть мотоцикла. Теперь нужно дать всем деталям высохнуть. Беру белый тонкий лист бумаги и на него наношу краску зеленого и желтого цветов. С помощью жесткой кисти все растушевываю, чтобы оставалась вот такая текстура. Мне понадобится вот такой фигурный дырокол. Лист разрезаю на полоски, чтобы было удобнее делать маленькие листочки. Вот столько у меня их получилось. В дополнение к ним набрал вот таких сорняков. В обычную воду добавляю клей ПВА и окунаю сорняки туда полностью, фиксирую их вот такой шпажкой, держу 1 минуту, дальше вынимаю и просушиваю. Это необходимо, чтобы они были менее ломкими. Крашу эти веточки из баллона, используя 3 цвета: коричневый, черный и охру, чтобы было поинтереснее. Вот такой получается результат. Все готово к созданию кустов. Беру один листик и загибаю его дугой, чтобы он был объемнее. Окунаю в клей и приклеиваю его на ветку. Вот такое интересное занятие я себе нашел. Поначалу получалось не очень, но приноровившись, все пошло гораздо быстрее. Я подобрал нужную консистенцию клея и начал по одному листику приклеивать их на ветки. Вот так вот получилось в итоге. Наливаю в банку разбавитель для аэрографа и добавляю туда краску красного цвета. Также буду использовать темно-красную и оранжево-красную краску, чтобы цвет получился приглушенный и более объемный, что ли. Отдельные детали, которые должны быть черными, просто покрываю краской из баллона. Вилку закрыл масками и оставил только пыльник и крашу его. Раму крашу из аэрографа, покрываю ее тонкими слоями. Пока что мне не очень удается красить аэрографом, но думаю, в будущем я научусь. Спицы и обод, окрашены с завода в металлик, крашу только в черный цвет ступицу. Все детали окрашены, и теперь им нужно высохнуть. Цвет мотоцикла, кстати, мне понравился. Через некоторое время начинаю сборку, соединяю две половины колеса и склеиваю их. Дальше беру покрышку и накидываю ее на обод. Теперь колесо полностью готово. Следом собираю заднюю часть, там где амортизатор, и присоединяю ее к раме. С помощью вот такого винта колеса крепятся. Теперь собираю вилку, там все тоже крепится с помощью винта.
Приклеиваю руль и сиденье на свое место, и на этом пока все, отложу его в сторону. Основание будет очень высоким. 5-сантиметровые куски пеноплекса мажу клеем и склеиваю между собой. Заранее я разметил, как они должны располагаться. С помощью шпажек между слоями фиксирую их дополнительно, чтобы они не разъехались. Дальше с помощью ножа обтесываю эту глыбу, чтобы слегка сгладить все углы. Жидкие обои понадобятся мне для создания рельефа, закидываю их в коробку. Также мне понадобится гипсовая шпаклевка, добавляю немного в стакан, туда же лью обильно ПВА клея, разбавляю все это водой и хорошенько перемешиваю. Эту смесь выливаю к жидким обоям, туда же опять воды в большом количестве и руками все вымешиваю, чтобы не было комочков. Мне понадобится пенокартон, потому что диорама очень высокая, намазываю его клеем и облицовываю две задние части. Кладу на бок, чтобы лист приклеился ровно, и прижимаю с помощью специального инструмента. Куда-то еду. Приехал вот на такой ручей, в нем было очень много крупных камней, они мне понадобятся для диорамы. И пока я их собирал, началась зима. Набрав красивых камней, приступаю к созданию рельефа. Смесь настоялась и готова к работе, аккуратно наношу ее на поверхность. Распределяя по поверхности неравномерно, создавая всякие выемки и кочки, чтобы рельеф был интереснее. И прям в эту смесь устанавливаю камни, заранее я их примерил, чтобы знать, в какие места ставить. Возвращаюсь к мотоциклу, потому что все это будет очень долго сохнуть. В черный цвет крашу мелкие детали. Осталось надеть только трос. В инструкции написано, какого размера должны быть отрезки, поэтому никаких проблем. Отрезаю и устанавливаю в необходимые для этого места. Вот теперь мотоцикл полностью собран и окрашен. С фигурой немного сложнее, наклеив маски окрасить не получилось, поэтому пришлось все делать вручную кистью. Костюм будет двухцветный, от руки рисую полосы красного цвета. Между делом работаю с основанием, срезаю излишки пенокартона, а на две лицевые грани приклеиваю бальсу. И опять же все это прижимаю специальным инструментом. Обувь покрасил в оранжево-коричневый цвет, а верхнюю часть, используя малярную ленту, в синий. Лицо, соответственно, крашу в телесный цвет, а переднюю часть обуви в золотисто-желтый. Заранее подготовил вот такую штуку для стекол очков, налив на прозрачную пленку акриловый фильтр. Вклеиваю с обратной стороны на клей ПВА. Базовая окраска фигуры завершена. Далее идут декали, и из-за того, что модель старая, они просто растрескались и превратились в самый сложный пазл в моей жизни. Некоторые части удавалось наклеить по букве, а иногда и букву приходилось собирать по частям. Некоторые декали спасти не удалось, но зато удалось спасти почти все основные, которые на виду. Номер 1 не выжил, и его заменил номер 3, который более объемный, поэтому не слишком развалился. Измельчив сухие сорняки, получились мелкие ветки, беру гипсовую шпаклевку и добавляю их туда. Закидываю немного камушков и сдабриваю все это клеем ПВА. Разбавляю водой и хорошенько перемешиваю. Колер я добавил просто, чтобы вам было видно результат моей работы, то есть как я наношу эту смесь на поверхность.
Рельеф в этой работе играет очень важную роль, поэтому это первый из 3 слоев. Вместе с ним ложатся на поверхность маленькие веточки. Пока слой высыхает, работаю над фигурой, наношу смывку, чтобы выделить некоторые ее части. И немного на мотоцикл. Модель большая, видная, и много смывки здесь не нужно, просто чтобы подчеркнуть некоторые детали. Для второго слоя мне понадобятся мелкие камни. Основа этой смеси не меняется, я просто добавляю в нее разные компоненты. Один из которых всякий лесной мусор, шишки, ветки, елки, палки. И точно так же, как и с первым слоем, наношу эту смесь на поверхность. Предварительно все смачиваю водой, чтобы ложилась смесь гораздо лучше, и все вот эти мелкие элементы, компоненты, которые я добавляю, как бы всплывали на поверхность. И залью немного гипса на бумагу для выпечки для 3-го слоя. Беру разбавитель для смывки и с помощью безворсовой салфетки убираю все ее излишки с поверхности фигуры и мотоцикла. Застывший гипс ломаю на небольшие куски. Сначала немного ломаю руками, он также мне необходим для создания рельефа, и дальше молотком измельчаю в не очень мелкую крошку. И это будет 3-я по той же схеме приготовленная смесь. Но наношу ее немного по-другому, в небольшом количестве и исключительно на горизонтальной поверхности. Беру укрепляющую грунтовку и наношу ее на всю поверхность диорамы. В процессе я использовал очень много мелких крошащихся элементов, поэтому необходимо сейчас их зафиксировать. И поверх этой грунтовки уже можно наносить обычную акриловую. И после всех этих действий можно приступить к покраске. Камни я решил сделать темными, практически черными. Смочив их предварительно водой, краску не размазываю по поверхности, а как бы просто наношу ее. Использую большое количество воды. Это необходимо для того, чтобы все цвета перемешивались между собой на поверхности. После высыхания слоя наношу вокруг камня черный цвет. Это придаст им очень хороший объем. Пока что получается вот так. Дальше крашу только поверхность и начинаю с самых светлых цветов. Постепенно добавляю разные оттенки, а также в углубление самые темные цвета. К следующему слою акриловой краски добавляю пигменты и наношу ее вместе с ними. Благодаря пигментам при высыхании поверхность станет очень матовой и сухой. Усаживаю человека на свое место. Дальше беру акриловую пасту и добавляю в нее немного пигмента. Разбавив водой, наношу эту смесь на колеса. Еще в небольшом количестве на нижнюю половину мотоцикла, также под крылья и в виде брызг на саму фигуру. Шпажкой проделываю отверстие в основании и туда высаживаю кусты. Также у меня есть вот такая растительность, это флок, высаженный на сорняки. Высаживаю этих ежей вблизь кустов. А вот это кокосовое волокно, отрезаю небольшой кусок и, формируя пучок, высаживаю его на поверхность. Для приклеивания использую ПВА-клей. И еще немного вот такой сухой растительности, пару веток будет достаточно. Мотоцикл к поверхности диорамы прикрепил с помощью проволоки и замаскировал все это небольшими пучками. Эта диорама небольшой участок размером 6 метров в натуральную величину. Постарался не перегружать его и использовать доступные материалы для работы. И вот что у меня в итоге получилось. Смотрите другие мои ролики, пишите комментарии, подписывайтесь, лайки и всем пока.